Привет! Помните, я говорил о черной коробке в прошлом обзоре? Вот это она. Это дремель. И сегодня мы его распакуем, посмотрим, что он из себя представляет, что в комплекте, и попробуем протестировать его в работе. Если честно, я ее уже открывал, потому что не терпелось, но сделаю еще раз для вас. Так, в транспортировочной коробке идет очень симпатичный кейс с прорезиненной рукояткой, защелки пластиковые, так что я не могу сказать, сколько они прослужат, но выглядит вроде бы добротно. На обратной стороне список того, что идет в комплекте. Выбирал самую богатую комплектацию. Давайте посмотрим, что там положили. Первое — это у нас инструкция с установкой ЦАНК, но здесь нет взрыв-схемы, которая была в прошлом, которая была в лобзике. Список оборудования. Почему-то два. Ну, один можно оставить в коробке, один приклеить куда-нибудь на стену, к примеру. Так. Дальше идет в комплекте щетки, потому что двигатель щеточный, и рано или поздно их поменять все равно придется. Здорово, что они в комплекте. Далее. Следующее. Давайте начнем с главного. Это дремель. По весу, грамм, наверное, 400 примерно, 500. Если честно, выглядит он лучше, чем лобзик. То есть пластик здесь не ободранный. Выглядит симпатично, яркие цвета. Крючок для подвешивания. Регулировка мощности от минимальной до максимальной с шагом в 5 ступеней. Кнопка включения-пуск. Зажим для царги, кнопка для фиксации, чтобы затягивать оснастку. И шнур примерно где-то метра полтора. Давайте включим, проверим. Скорость максимальная, и вибрации практически не чувствуется. Это здорово. То есть рука будет меньше уставать. Это минимальная скорость. Достаточно тихо. И вот это максимальная. Переключение плавное. Я думаю, будет потеря мощности на низких оборотах. Я думаю, это у всех бюджетных моделей. Кстати, была модель с электронным переключением скорости, но я специально выбрал механическую, потому что я считаю, что она удобнее. Вот у меня фрезер с электронным переключением, и это, я вам скажу, морока. Так, ну что, с дремелем все. Откладываем в сторонку. Двигаемся дальше по оснастке. Здесь есть 3 бочонка. И тут еще в рассыпную что-то, я думаю. И место здесь для одного бочонка есть. Возможно, при комплектации лишнего бочонка не оказалось. Поэтому положили оснастку в пакетик. Так, ну что здесь? Здесь у нас шлифовальные круги. На ощупь примерно 200-ка. По количеству, я думаю, около штук 50, наверное. Далее. Отрезные круги. Тоже целый бочонок. Я думаю, тоже, наверное, штук 50 в комплекте. Еще одни отрезные круги уже другой зернистости. Их чуть меньше. Коробочка не полная. И здесь у нас похоже на притирочную пасту шлифовальную. Я думаю, это паста Гоя. Правда, я ее не видел никогда, чтобы ее разливали по бочонкам. Раньше мне попадалась каменная. Вот. Ну, наверное, бывает и такая. Попробуем, проверим. Так, с этой оснасткой все. Далее у нас идет крепление к столу. Можно закрепить дремель на
рабочую поверхность, на стол, чтобы был удобный доступ. Крепление, конечно, пластмассовое, и при затягивании оно немного прогибается, так что не думаю, что его надолго хватит. Но если не хватит, то его роль может выполнять любая струбцина или сделать ее самостоятельно. Ничего сложного в этом не будет. Далее идет штанга телескопическая с фиксацией на поворот. То есть расслабляем, выставляем нужную длину и затягиваем к часовой стрелке. Здесь тоже наконечник, который затягивает самое верхнее колено и фиксирует его. Далее вкручиваем его крепление на столе, и дремель можно уже повесить сюда. Удобно снимать, работать и вешать. И если поставить его на край стола, то он не будет мешать и будет всегда под рукой. Далее еще одна насадка защитная вставляется сюда за место стандартной. И служит защитным экраном от пыли. Легко поворачивается, надежно крепится на резьбе, и в любом положении ее можно оставить. Передвигается легко, но с натягом, так что случайно она от вибрации проворачиваться не должна. Еще одна насадка, которая заслуживает отдельного внимания. Фрезеровальная насадка. Можно накрутить на дремель. Поставить сюда фрезу, с помощью этого болта выставить глубину фрезерования. И уже таким хватом или подобным хватом делать фрезеровку на поверхность. Дремель находится ровно вертикально. Регулируя глубину фрезерования, можно удобно контролировать процесс. Что-то схожее с кромочным фрезером. Так, возвращаемся к оснастке. Дошли до главного, до гибкого вала. Гибкий вал — это очень важная штука, которая снимает напряжение с рук, то есть разгружает, не нужно держать ремень в руках. Ну, я думаю, все знают, что такое гибкий вал и насколько им удобно работать. Расслабить здесь, ставить, закрепить. Кстати, в комплекте идет также ключик, совмещенный с отверткой. Пользоваться можно будет обычным ключом. Заворачиваем. Можно повесить опять-таки на это крепление. Вставляем ключ, затягиваем оснастку. Все, она готова к работе. Ну что, попробуем. Я скажу, что вибрация в гибком валу немножечко больше, чем когда держишь дремель в руках. Кстати, биение значительно меньше, когда сжимаешь гибкий вал в руках. Или же полностью расслабляешь. В полурасслабленном состоянии работать будет некомфортно, потому что вибрация будет сильнее. Перейдем к комплекту оснастки. Посмотрим, что в коробке. В первом отсеке малый и большой барабан для шлифования. Их здесь по 6 штук каждого. Вот, здесь 5, и один у меня уже поставлен на дремель. Зернистость примерно, наверное, 35-60. Они маленькие, я вот не уверен, что их можно будет сделать самостоятельно. Когда оснастка отслужит свое, придется, наверное, их покупать. Но, возможно, сделать можно самостоятельно, так что посмотрим со временем. Как закончим, будет видно. Так, в следующем отсеке брошировальные щетки. 3 металлические и такие же 3 пластиковые. Я думаю, первая она для... Соответственно, у них разная плотность щетины, и в труднодоступных местах вполне подойдут. Так, далее у нас идут шлифовальные круги. 4 больших круга из войлока, 4 маленьких и конусная насадка. Далее идет тряпичный шлифовальный круг, это уже именно для финишной полировки. 2 шлифовальных круга, по-моему, из резины. Ну, или 4 отрезных круга, скорее всего, по металлу. 6 царк разного диаметра. Жаль, что нет маркировки. По виду 3 одного размера, 3 другого. Так что будут сменные, запасные. 2 насадки под шлифовальные барабаны. Металлическое основание и резиновый наконечник. Их 2, один малый для малых барабанов. Вставляем и здесь зажимаем.
И есть большой, он как раз установлен в дремеле. Оснастка для зажима, например, отрезных кругов, шлифовальных барабанов, для войлочных. То есть можно будет или же войлок накрутить, а возможно какие-то деревянные детали тоже можно будет накрутить на нее и отшлифовать. 4 сверла разного диаметра. Насадки для обтачивания разной плотности, разной формы. Вот, я думаю, эти насадки вполне перекроют любые потребности. В следующем отсеке у нас ключ для затягивания вала, фрезерные наконечники, 10 штук по металлу, 10 штук с алмазным покрытием. Похоже, что с алмазным. Опять-таки разные формы, и конические, и полукруглые, барабанные. И в последнем контейнере у нас наждачные круги. 6 видов одной зернистой, 6 другой и вот такой вот брусок. Не знаю для чего он здесь, может быть для заточки оснастки. Ну, в общем, кто знает, подскажите, пожалуйста, в комментариях, для чего это может быть. Возвращаем в коробку. Я думаю, стоит попробовать его в деле. Вот здесь деревяшечка, которую можно обточить. И сейчас попробуем. Я думаю, этого достаточно. У меня здесь сосна, брусочек из сосны, и обтачивается вот этой наждачкой он очень легко. Держать вполне комфортно. Я думаю, в течение часа можно работать с гибким валом и не испытывать дискомфорт. В течение часа точно можно работать, а рука не устанет. Единственное, здесь сильно пылит, нужно сделать какое-то пылеотведение. Давайте подведем итоги. Я очень рад, что у меня появился этот инструмент, тем более такой богатой комплектации. Уверен, что им буду часто пользоваться. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы по комплектации или рекомендации, напишите, пожалуйста, в комментариях, очень буду рад почитать. Также в комментариях поделюсь своим опытом. Есть несколько проектов, которые ждали именно этого инструмента, так что в ближайшем будущем вам все покажу и поделюсь дополнительным опытом. Вот. Спасибо вам за внимание. Жду вас в других своих роликах. Так что всем пока.